Здравствуйте, меня зовут Бэдкомедиан, и мне тут подумалось, а не закрыть ли мне канал? Почему? Потому что уже полгода меня судят. Страйкать канал начали с лета 2018 года, а судебная тяжба идет с начала 19-го. Это еще и к вопросу, почему так долго я делаю обзоры. И казалось бы, прорвемся, но меня просто убивает абсурдность этой ситуации. Дело в том, что за нарушение авторских прав на меня в суд подала кинокомпания «Киноданс», или как ее в народе называют, за то, что все ее картины провалились в прокате, «Кинофейл». На основании вывода специалистов, например, Олега Мотина, студия заявляет, что несмотря на то, что в законе не установлены объемы цитирования, я своим обзором умудрился их нарушить. Ведь когда, например, пишут диссертации, можно цитировать от 45 до 15%. Гениально! Я уверен, мегаспециалист Олег Мотин может доказать, что в океане должно быть 2 литра воды. Ведь по ГОСТу в 2-литровой бутылке воды 2 литра. Шах и мат законодательства. Ну или некто Шумов Сергей. Да, он не закончил институт, но он мегаспециалист. Он заявляет, что обзор это чисто юмор. Законного пересказа и критики там практически нет. А вот юмора так много, что я нарушил авторские права. Вот. А кто-то жалуется на юмор в обзорах. У меня оказывается, что не фраза, то шутка. И вы скажете, забавно, конечно, что плевали они на закон, но в чем же абсурд? Абсурд в том, что на каждый фильм компании «Кинофейл» выделяло деньги Министерство культуры Российской Федерации. То есть, по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику. Еще больше абсурд в том, что у Министерства культуры есть принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства. И фильмы студии «Кинофейл», что из года в год получают поддержку Министерства культуры, никоим боком не подпадают под эти принципы. Почему? Никто не задается таким вопросом. Возьмем фильм, за который меня судят. «За гранью реальности». Знаете, какое место действия? Европа. А знаете, на каком языке говорят все персонажи фильма? На английском. И они не являются выходцами из России. То есть вообще ничто их не связывает с Россией. Нам интересно знать истории о нас. Посмотрите на имена персонажей их фильмов. В самом новом, например, парень из Горько будет играть доктора Стивена Росса, а чувак из «Даешь молодежь» будет играть Николаса Столлера. Выделяет деньги на подобное кино. Министерство культуры, вы какой культуры министерство? Эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам историко-культурные и нравственные ценности. Ах, вот оно что! Ограбление европейского казино европейцами – это близкие каждому русскому человеку нравственные ценности. Аж Birch Tree захотелось обнять. И при этом каждый год Минкульт выдает им деньги. Видимо, и в этом году на питчинге тоже дадут. Господи, они даже на фильм про экстрасенсов денег дали. На экстрасенсов! Вам что, нагадали, что это вложение будет удачным? К слову, вот это не является нарушением авторских прав ТНТ, а обзор с критикой их фильмов является. Но вернемся к Минкульту. Допустим, на питчинге вас обманули. Но после того, как вы увидели результат, разве не следует запустить парочку проверок? Это ведь наши налоги. А это растрата и обман. Их фильмы не соответствуют вашим же требованиям. Отберите у них деньги и вложите в такое кино, как «Упражнение в прекрасном», «No Comment», «Дурак», «Витька Чеснок», «Гадкие лебеди», кино про Алексеева, «Жажда» и много подобного достойного кино, которое вы уже спонсировали. Вы скажете, такое кино не окупается. Так и кино «Киноданс» не окупается. Только кино «Киноданс» — это наш ответ «Дивергентам» и «Голодным играм», наш ответ «Иллюзия обмана» и «Оушенам», наш ответ «Гарри Поттеру», наш ответ «Интерстеллару». Причем дело не в постерах, они в интервью об этом заявляют. Вы ради этого двигаете премьеры голливудских фильмов, чтобы вместо них показывать нам копии этих самых голливудских фильмов, также снятых на английском языке, только уже нашими киноделами. Мы говорим, что наша графика, она на самом деле не отличается от лучшей голливудской графики. С точки зрения самого производства... Критиковать это нельзя, иначе тебе попытаются влепить штрафы и точно зацензурят. Ведь, цитата из разговора с представителем «Киноданс», «Вы портите нам репутацию, ну а с помощью судов мы сможем на кинорынке свою репутацию поднять». Я, может быть, сейчас абсолютный бред скажу, но
Вы не пробовали хорошее кино снимать? Стоит ли говорить, что деньги с наших налогов не имеют никакого отношения к появлению гор положительных рецензий на фильмы Киноданса в день премьеры, как и не имеют никакого отношения к вниманию на ТВ. Даже самые знаменитые кинограбители казино Оушен и его друзья позавидовали бы такому открытию. Оказывается, силой мысли можно прорваться к любому хранилищу. И они капать на мозги нам этим могут. А мы поделиться своим мнением не на их ресурсах, а просто в интернете, на Ютьюбе, не можем. Кстати, никто вложиться не хочет, просто Киноданс открывает блокчейн, где можно будет покупать токены голливудских звезд, тем самым стать частью Голливуда. Зачем? Зачем вы это делаете? Нужно открыть деятельность, которая будет сосать сильнее, чем наша деятельность в кинематографе. Кстати, я говорил, что Кинодансу, кроме Минкульта, помогает еще и правительство. Это и льготы по налогообложению, это и земельный участок для развития проекта, и подключение бесплатное к электричеству. Мы нацелены на то, чтобы создать все условия для компании Киноданс, чтобы из нее вырос настоящий серьезный медиа-гигант. Общий объем инвестиций составит 950 миллионов рублей. У вас что, есть 949 миллионов и просто хочется круглую сумму? Лямчика не хватает. Поэтому иск на миллион. И да, была встреча с Кинодансом, где нам было сказано: за нами стоят влиятельные, очень влиятельные люди, и нас поддерживает Министерство культуры Российской Федерации. Поэтому, ну вы понимаете, за мной никого нет. Я пользователь Рунета, и без таких же пользователей, без вас, зрители, я абсолютно никто. Неважно, как вы ко мне относитесь, вы, я, мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно, когда критикуем то, что снято за наши деньги. Но Киноданс так не считает. Виктор Денисюк и Евгений Мелентьев возомнили себя цензорами интернета. Они хотят создать прецедент, чтобы подобные им цензоры затыкали тех, кто им не угоден. Не нравится игра, фильм, музыка, ТВ-передача, новости? Лови бесконечные судебные тяжбы и штрафы, ведь... Права на мнение быть не должно. Есть только обязанность. Обязанность платить налоги. Чтобы на эти налоги, они снимали ответы Голливуду на английском. А мы на эти ответы можем ходить в кино, но обязаны молчать, не смеем критиковать, ведь за ними влиятельные люди и Министерство культуры. Всего плохого.